Если вы любите активно проводить время на открытом воздухе, хотите ездить на работу на велосипеде и не стоять в пробках, а после работы совершить поездку по лесу, в горах или по тропинкам в парке, то Akai EB50 Rage точно для вас. Друзья, можно я далее буду говорить просто Akai Rage, без EB50? Привет, с вами Александр Велосипедный, и впервые на моем канале обзор на электровелосипед от крупного китайского производителя Akai. Akai – это бренд китайской компании Zhejiang Akai Vehicle, производителя городского электротранспорта для шеринга и индивидуального пользования. Основанная в 2006 году, компания обладает более сотней патентов в области микромобильности и обслуживается из европейской штаб-квартиры в Берлине, а ее продукция используется крупными компаниями, такими как Uber и Bird. Когда едешь по городу на Akai Ranger, зачастую ловишь на себе взгляды прохожих и водителей в авто. Что ни говори, но велосипед выглядит стильно. Рассмотрим поподробнее, чем удалось напичкать этот электровелосипед китайским инженерам. Рама алюминиевая, сплав 6061, легкая и достаточно прочная, с внутренней прокладкой кабелей, плавные линии. На верхней трубе 3 светоотражающие полосы и светодиодная подсветка по бокам. Имеются закладные для крепления багажника и передней корзины. В комплекте не идут, но производитель предлагает массу разных модификаций за отдельную плату. В комплекте есть прочная подножка. Колеса 26 дюймов шириной 4 дюйма. Покрышки от давно себя зарекомендовавшего бренда из Тайваня CST, модель BFT. Имеют по бокам светоотражающие полосы. Хотя протектор достаточно агрессивный, но накат на асфальте меня приятно удивил. Да, они шумноваты на твердом покрытии, но не сильно. Держат отлично на любой поверхности. Втулки алюминиевые. Это Hardtail. Задней подвески нет. Но в наличии достаточно хорошая вилка, тоже от старого и проверенного временем тайваньского производителя RST. И здесь она алюминиевая, ход 80 мм, с блокировкой, условно регулируемая, потому что на пружинных вилках эта крутилка толком ничего не дает. Руль алюминиевый с изгибом, широкий, 715 мм. Благодаря этому управление велосипедом замечательное. Вынос оригинальной конструкции, так как в него интегрирован монитор. Седло широкое, обшито каким-то необычным, но на ощупь очень прочным материалом. Оно как будто жестковато, но на деле очень удобное. При долгой езде не испытываешь никакого дискомфорта. В наличии крылья-брызговики, и они пластиковые, а значит не звенят от попадения по ним гравия, актуально на горных дорогах. Вес велосипеда не маленький, 37 кг. Общая длина тоже внушительная, почти 192 см. А вот грузоподъемность стандартная, 150 кг. Трансмиссия Shimano Altus. Задний переключатель 8 скоростей. Монетка тоже Altus. Переключать скоростя очень приятно. Все работает как часы. Кассета Shimano 12 на 32 зуба. Система с остальной звездой 48 зубьев. С двойной алюминиевой защитой от слетания цепи. Неубиваемая цепь Z8 от KMC. Тормоза гидравлические на минеральном масле. Обозначения производителя нет. Ротора 180 мм. И этого вполне достаточно. Перейдем к электрической части. Двигатель от именитого китайского производителя Bafang. Номинальная мощность 750 Вт. Пиковая мощность 1000 Вт. Крутящий момент 85 Нм. Курок газа под большой палец левой руки. Мягкий, отзывчивый, работает без рывков. Аккумулятор встроен в нижнюю трубу рамы. Вставляется снизу. Блокируется ключом или через приложение на смартфоне. Аккумулятор 48 вольт, 14,7 ампер-часов. На ячейках Samsung 21750E.
Можно заряжать как на велосипеде, так и отдельно. Время заряда 6 часов. Зарядная бесшумная, без принудительного охлаждения, мощностью 2 ампера. Заявленный максимальный пробег 72 км в режиме ассистента, что уже похоже на правду. Максимальная скорость в заблокированном режиме 32 км в час, в разблокированном 45. Фара небольшая, мощностью 2 Вт. Мощность на грани, хотя луч в меру широкий. В полной темноте нормально, на освещенных улицах хотелось бы помощнее. Задний габарит – обычная велосипедная мигалка на двухпальчиковых батарейках, но она даже не мигает, только светит в одном режиме. Нахождение этого чуда на электровелосипеде такого уровня очень странно. Велосипед укомплектован не просто цветным, но и сенсорным дисплеем, который отображает текущую скорость, предполагаемый пробег, уровень заряда аккумулятора, уровень помощи. Здесь 3 уровня, а также режим пешехода. Для активизации его нужно специально включить, а потом зажать клавишу минус. Пульт управления имеет 4 клавиши. Включение велосипеда, зажать на 3 секунды для включения-выключения, переключение уровня помощи, плюс и минус, и клавиша включения фары. Также велосипед можно включать-выключать с помощью NFC-ключа, прикладывая его к экрану. В комплекте идет 2 ключа, совмещенных с ключом для блокировки батареи. Также на мониторе можно войти в меню настроек, где можно изменить уровень помощи, яркость дисплея, ресет отображения информации на экране 4 вида, разблокировать замок батареи, включить-выключить боковую подсветку на раме. Информация по 5 последним поездкам, записанным в приложении. Информация о велосипеде. У велосипеда есть свое приложение для смартфона, и некоторые функции здесь дублируются. Но есть и расширенные настройки. Первый раз нужно привязать велосипед. Для этого на телефоне должен быть включен интернет, Bluetooth и геолокация. Потом для связи велосипеда с приложением нужно нажать значок Bluetooth. На экране мы видим порядковый номер и изображение нашего велосипеда, уровень заряда батареи, выбросы углекислого газа. То, куда его выбрасывает, я даже не стал разбираться. Кто раскроет эту тайну, пишите в комментариях. Отображается общий пробег, потраченные калории, тоже непонятно кем потрачены, запись трека поездки, об этом подробнее чуть позже. Включение-выключение и настройка боковой подсветки. Здесь 3 вида мерцания, но почему-то у меня она просто светилась в одном режиме. Выбор отображения приборной панели на мониторе, 4 варианта. Включение-выключение велосипеда, разблокировка замка батареи, включение-выключение фары, установка пароля на включение велосипеда, выбор режима помощи, настройки велосипеда, название, которое можно изменить, добавление NFC-ключа, разблокировка максимальной мощности. Велосипед можно заблокировать в соответствии с законами США и Канады, то есть максимальная скорость будет ограничена до 32 км в час. Отображение единиц измерения, метрическое, британское. Обновить прошивку и отвязать велосипед от приложения, чтобы приложением с этим велосипедом мог воспользоваться другой человек. Во вкладке «Услуги» можно посмотреть инструкции, но она только на английском. Подать заявку на устранение поломки, зайти на сайт производителя, чтобы купить дополнительные аксессуары и запасные части. Выбрав шестеренку в верхнем углу, настроить приложение. Здесь можно выбрать язык. Тест-драйв начинаю сразу с поездки в горы. Отличный маршрут для этого дела Кокжеляо. Снова совместно с Антоном, руководителем и основателем интернет-магазина Online-Bike.KZ. Вместе на авто добираемся до начала велосипедного маршрута, до шлагбаума, преграждающего путь автомобилям. Сегодня один из замечательных маршрутов для теста электровелосипедов – это подъем на Кокжеляо. Здесь и дорога сложная, и подъем крутой. В общем, много всякого дорожного разнообразия. Выдвигаюсь также с Антоном. Coswell двухмоторный. И я на вот этом красавце. Ну вот сейчас у меня на старте 89% заряда. Говорит, что я проеду 62 километра, но это, конечно, по плоскому. Посмотрю, как будет в горку.
Я на единичке. Так, троечку. Ну, троечки вообще. Подкручивая педали с приемлемым усилием, забираюсь по достаточно крутому склону. То, что диаметр колес не маленький, совсем не чувствуется. Мотор также хорошо справляется с нагрузкой. Покрышки хорошо себя ведут как на скользких бетонных плитах, так и на гравии. Для переключения механической скорости усилий прилагать совсем не нужно. Монетка Shimano Altus работает четко и приятно. Есть! Я педали не крутил, чтобы ноги не мочить. Я тоже, я вообще ноги поднял. Непонятный скрип, на который вы, наверное, обратили внимание, это звук от датчика ассистента. На нем стоит резиновый пыльник, он и издает этот звук. Стоило брызнуть на него силиконовой смазкой, и звук бы пропал. Конечно, в крутой подъем на скорости 45 км в час велосипед не поедет. Мотор хоть и редукторный, но 750 Вт мощности для этого маловато. Но 20 км в час значительный подъем все равно хорошие показатели. Вот я на единичке еду, у меня 60% заряда пишет. Ну тянет, ну с педалями, конечно. Если включить двоечку, троечку, ну, в принципе большой разницы нету. Потому что мощность на пределе. Интересно, что он мне пишет, 19 километров пробега у меня осталось, заряда 55%. А когда у меня было 86, кажется, заряда, он мне писал около 60 километров. Сейчас перезагрузил велосипед. Он мне показывал 19 километров. Я еще могу проехать на этом заряде. А теперь 35 показывает. Все-таки он анализирует нагрузку на мотор. Ура! Вот мы добрались до Кокжаляу. На аккумуляторе 47%. Поедем на бугорок. Оттуда открывается вид на город. Александр в новом Skyranger поднялся на Кокжаляу. Красота! Забрался на Кокжаляу, потратив 50% заряда. 6 километров и более 700 метров набора высоты. Плюс еще по городу проехал 7 километров. Вполне ожидаемый результат для такого соотношения емкости аккумулятора и мощности мотора. На спуске велосипед себя показывает тоже хорошо. Рабочая вилка, широкий руль и 26-е фэт-колеса делают свое дело. Хотя, конечно, двухподвес по таким дорогам будет покомфортнее. Домой я вернулся полностью своим ходом. На аккумуляторе осталось 29%. По городу ездить на Akai Range одно удовольствие. Я совсем не ощущал дискомфорта от больших колес. Маневренность очень хорошая. Мотор на фэте решает проблему с тяжелыми колесами, которые нужно еще постараться раскрутить в случае классического фэтбайка.
Я понял, что я не хочу бессмысленно ездить по городу, пытаясь высадить аккумулятор. Буду высаживать постепенно. Благо в приложении можно продолжить поездку. Но, конечно, неудобно, что на велосипеде нет функции дистанция поездки, только в приложении. Но у приложения есть большой минус. Записывать трек можно только тогда, когда есть интернет. Конечно, возможно, это когда-то пофиксят. Что ж, запускаем приложение. Подключаем велосипед. Bluetooth надо нажать. 26 километров я в прошлый раз проехал. Продолжаю. Вот здесь какой-то косяк. Возможно, это на моем телефоне. Здесь вот эти кнопочки закрываются панелькой. Но нажать можно. Велосипед выключен. Так, включить велосипед. Так, продолжить. Все, время пошло. Запись началась. А когда велосипед выключаешь, поездка останавливается. Время остановилось. Но когда его включишь, она снова запустится. Сейчас я не привезу, у меня рабочий процесс день. Я туда с утра, я вот ее трогать не буду. Так, мне нужен кран для стиральной машинки. А я вот не делал никак. Зачем? Я 30% активный. Запись пошла. Я буду по пути делать всякие свои дела, так сказать, ловить двух зайцев. Тютелька в тютельку. Я быстро ехал, потому что мне надо было купить пену для моего проекта, делать болванки из пеноплекса. Но магазин закрывался через 40 минут. 10 минут на сбор и 30 минут на дорогу. 30 минут показывал навигатор, это для мотоцикла. Конечно бы я не успел, так что я теперь не спешу. Ищу пену в других местах, надеюсь, где-то еще открыто. А это под пистолет вот это вот Технофикс. Это же клей, да? Вот это? Не, вот больше. Вот это? Да. Это пеноклей. Пеноклей мне нужен, да. Пеноклей. Ну все, клей, пену я купил. Даже дешевле, чем планировал. Так что хорошо, что я не успел. Но успел куда нужно. На аккумуляторе 46%. Пишет, что еще проеду 31 километр. Еду дальше. Немного опустил фару пониже и стало получше с освещением. Но без двух шестигранников это сделать невозможно. Осталось 20% заряда. Пишет, что я смогу проехать 8 километров. Но было бы неплохо, потому что не хочется сейчас по ночи нарезать круги. 9% заряда. 2 километра, говорит, ты еще проедешь. Но до дома мне чуть больше. Пока тянет нормально. 52 километра у меня сейчас пробега, я посмотрел в приложении. Ну, городской режим и скорость не маленькая.
Но я несколько километров проехал, забыв запустить запись трека, что, конечно, вот и минус, что его нужно запускать. Ну что это такое? Понабросали свои самокаты. Но я думаю, я доеду до дома спокойно. Он мне пишет 5% и 1 километр мне остался. Мне чуть больше все еще, но тут нет набора. Еду по плоскому. Едет бодро. Думаю, я доеду до дома, еще придется чуть-чуть круги понарезать. 3% аккумулятора. 0 километров я еще могу проехать. Но я еду. Придется еще чуть-чуть понарезать круги. Благо здесь есть велодорожка. Поезжу туда-сюда. Я переключился в темный интерфейс, чтобы не сильно слепил монитор. 1% на аккумуляторе. Проехать я могу 0 километров. Я все еще еду. Вот 0. Все, 0% на аккумуляторе. Но я все еще еду. Мне интересно, он у меня выключится полностью или я так и буду ездить? Но он тянет велосипед и достаточно бодро. По плоскому 20-30 километров в час на единичке. А ну-ка от курка газа 30 километров в час едет. От курка газа по плоскому. Очень неудобно, что здесь нет одометра. Хоть какого-нибудь одометра. Непонятно, сколько километров я проехал. Нужно смотреть в телефон. От ручки газа, да, 22 километра в час от ручки газа. Ну все, он уже не тянет. Но никак не сигнализирует. Типа остановись, что ты делаешь? Думаю, достаточно. Точнее, что тут думать, он уже не едет. Оказывается, на педалях накат классный у велосипеда, а он на педалях по плоскому едет вообще. Как будто на моторе едешь. 58 километров, но еще нужно прибавить, когда я забыл запустить трек, наверное, километра 2-4. Ну пусть будет 60 километров в городском режиме. Нажмем остановить. Все. Вы уверены, что хотите остановить поездку? Я, задолбался уже. Я очень хочу остановить поездку. Все. Поездка остановлена. Все стало по нулям. Историческая траектория. Это что такое? По идее, обновление завершено. Блин, что за историческая траектория? Что это такое? Не знаю, что за историческая траектория. И где тут вообще все мои треки? Не знаю. Наверное, на сайте где-то. Можно, конечно, вот здесь посмотреть. Так, 540 метров. Что-то непонятное здесь тоже происходит. Несколько дней я ездил по городу, полноценно используя Akai Range как транспортное средство. Никаких тебе пробок, бордюры и ступеньки не преграда. Да, он большой. В лифт, наверное, не поместится, хотя я и не пробовал. Но если есть подходящее место для хранения, то он того стоит. Массивные 26-е FET колеса придают стабильности на дороге. На этом велосипеде едешь как по рельсам. И как по мне, он очень комфортен. Хотя я постоянно использую велосипед в городе как транспортное средство, но все же моя любовь – это природа и дикие места. Поэтому заключительную поездку решил сделать снова в горы. Хочу поехать в Аксайское ущелье, это с набором высоты. Батарея полностью заряжена, 100%. Говорят, там дорога асфальтированная, но ее немножко потрепало сильно. Проверим. Все, я свернул с дороги, с основной трассы вверх.
проехал. Сейчас пришлось остановиться, заглянуть в приложение. 6 километров я проехал. Велосипед мне стал писать, что я проеду всего 29 километров в таком режиме. Но это у меня была мощность на троечке. Сейчас я на единичку переключился. Пишет 38 километров я проеду в таком темпе. Здесь уже территория нацпарка начинается. Пришлось заплатить сбор 500 там с чем-то тенге вроде бы. Асфальт становится хуже, но пока есть. А тут новый мостик сделали. А какая вода грязная идет. Так, и здесь новый мост сделали. Здесь небольшой подъем, он едет 8 миль в час, потому что у меня снова все переключилось на мили. Дальше меня не пустили, потому что здесь уже начинается погранзона. Развернули. Здесь уже нет интернета, и приложение не работает. Так что пишет 13 километров пробега. Все остановилось. Ну-ка, если возобновить нажать. Велосипед выключен, хотя он включен. В общем, нету подключения к велосипеду без интернета. Если нет интернета, приложение бессмысленное абсолютно. Ладно, посмотрим по треку. Так, по треку я проехал 16, но я чуть-чуть спустился, пусть будет 16 километров. Набор высоты 700 метров с расстоянием 11 километров. Расстояние вниз 2 километра. А батарейки у меня 39% батареи. Да, какое-то досадное недоразумение с этим приложением. Ничего же менять не надо механически, только изменить приложение, и было бы все прекрасно. А может быть, китайцы таким образом рисуют карты местности, чтобы потом завоевать весь мир посредством велосипедов Укай? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Ну что можно сказать? Hardtail есть Hardtail, но Fat колеса есть Fat колеса. Для гравийных горных дорог самое то. Ну вот сейчас связь появилась. Ну да, он просто прямую линию провел. Не знаю, добавил эти километры, не добавил. «19 километров». Наверное, не добавил. Но это все равно не точно. Прямая линия. Озвучу, что не понравилось в Akai Range. 3 уровня помощи. Хотелось бы 5, а еще лучше возможность выбирать 3, 5, 9. Это бы позволило при необходимости эффективнее экономить энергию и точнее подбирать нагрузку. Нет отображения дистанции дневной поездки на мониторе. Очень огорчило, что приложение работает только при наличии интернета. Соответственно, чтобы подсчитать пройденную дистанцию за день, нужно использовать сторонние приложения или фиксировать общий пробег до и после. Задний габарит на независимом питании. Хотя если отключится аккумулятор велосипеда, это будет плюсом. Но дополнительный фонарик всегда можно прикрепить и самому. Отсюда вытекает и другой недостаток – отсутствие стоп-сигналов.
Небольшой, но недостаток. Сложнее отрегулировать руль относительно колеса. До регулировки выноса нужно дополнительно добираться. Плюсы велосипеда. Привлекательный дизайн, отличная геометрия рамы. Отсюда хорошая устойчивость и управляемость на любых дорогах. Качественная работающая вилка. При должном уходе должна прослужить долго. Кассета со звездой 12 зубьев. Позволяет поддерживать комфортный каденс на скорости 35-40 км в час. Качественная навеска хорошего уровня Shimano Altus. Отличная видимость велосипеда в ночное время на дороге. Современные технологии, такие как запись трека в приложении. Мне понравилась посадка на рейнджер, что-то среднее между спортивной и табуреточной. Заслуга 26-х FET колес, которые реально добавляют комфорта и универсальности этому велосипеду. Электровелосипед Akai Range предоставлен интернет-магазином онлайн YTZ, за что ему огромное спасибо. Помните, что для моих зрителей и подписчиков предусмотрена скидка 5%. Заходите на сайт, моделей много, на разный вкус и задачи. Следите за актуальными ценами и скидками. Приобрести также можно в рассрочку в приложении Каспий и Халык. Как вам Akai Range? Напишите в комментариях свое ощущение от знакомства с этим электровелосипедом. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До новых встреч!